привет! Мы уже начали свое участие в серии благотворительных турниров PCS и хотим поделиться с вами некоторыми мыслями по поводу уже сыгранных матчей. Сегодня со мной Сеня и Бестолочь. Погнали! Парни, привет! Здрасте. Привет. Бестолочь, расскажи для начала, как команда провела последние пару месяцев и чем вы занимались во время карантина. Ой, карантин хорошее время. Мы, получается, сидим дома и, получается, играем в компьютерные игры. Идеальное время для киберспортсмена. Если ты спрашиваешь про команды, то мы поработали над нашей коммуникацией и начали работать над своими ролями в игре. Изоляция значительно повлияла на тренировочный процесс в общем и подготовку к PCS в частности. Значительно она повлияла только на то, что ты не можешь собраться на буткемпе и вживую готовить какие-то определенные моменты, и тебе приходится все делать в онлайне. И это немножко по-другому. А в целом, не сильное изменение, я думаю. Лично для меня. Бестолочь, как ты относишься к обилию благотворительных мероприятий и шоу-матчей в последнее время? Важно ли для тебя и для всей команды сделать свой вклад? Да, для меня лично и для моей команды, я думаю, тоже очень важно поучаствовать во многих благотворительных мероприятиях, которые нас приглашают. И я рад то, что могу способствовать этому. Сень, когда огласили список участников, кого ты расценил как однозначных фаворитов? Всех тех же, кто прошел на PGS Берлин, FaZe, Liquid, TSM. Все команды были разделены на 3 группы. Бестолочь, считаешь ли ты их сбалансированными? Если честно, то нет. Я сейчас смотрю на группы и понимаю, что... и понимал это до начала турнира, то что группа Б намного сильнее, чем А и С группы. Практически все команды. Liquid, Торнадо, Макен, TSM. Да, сейчас в хорошей форме играют достаточно хорошо. Гиганты с приходом Гакси тоже достаточно хорошо играют. Ну и 2 команды, которые имеют очень большой опыт и в целом могут показать себя. Сень, группы регулярно меняются в зависимости от игрового дня. Оцени, насколько это удобно для вас, как для игроков. Для игроков это сложнее, наверное. Потому что тебе приходится готовиться под разные лобби с разными спотами команд для лута и с разными ротациями и так далее. Немножко сложнее, но наоборот, в этом на самом деле интереснее играть. Когда у тебя меняются команды, и тебе вот как раз за счет того, что тебе нужно готовиться к разным вещам, тебе самому нужно придумать что-то другое еще. Поэтому мне нравится. А как бы ты охарактеризовал стиль игры нашей команды сейчас и что считаешь нашей сильной стороной? Сильные стороны не хочу рассказывать, потому что так будет слишком легко для соперников. Все увидите по окончании PCS. Бестолочь, давай вспомним первый соревновательный день. Вы неплохо отыграли 3 Мирамара, но результаты на Эрангеле были хуже. Не везло с кругами или вы попросту увереннее чувствуете себя на другой карте? На Мирамар мы начали играть довольно хорошо. Не знаю, просто как-то у всех шла игра, у всех шла стрельба. Наверное, в особенности у меня. На Эрангеле мы просто совершали глупые ошибки. Нам удобно играть на обоих картах, но просто ошибок было больше на Эрангеле, и были такие глупые ошибки, которые мы потом пересматривали, и такие просто ловили фейспалм. Сень, можешь как раз таки рассказать о ключевых ошибках, которые вы разобрали по итогам поединков? На Мирамаре было меньше ошибок, чем на Эрангеле. На Мирамаре были по большей части с таймингами только ошибки, из-за которых нам пришлось очень долго играть у синьки, и получались незапланированные, так скажем, файты, как с Торнадо во второй игре рядом с Импалой. Ну, а вы вышли в сторону Торнадо Энерджи? А тут проблемы, тут экземпл. Хорошая хаешка, но пролетает мимо, неплохо настреливает Бестолочь в ухо. Он закрутил как раз таки под 90, есть информация. Бестолочь, что он делает? Нокнул еще и
Экземпла? Экземпла, Жесть, там да. умирает Айра. Экзампл уже Айра точно не заканчивается. спасти. Последний игрок, да, ТСМов погибает у нас. А Здесь тут как остается бы Макином. Квизи... А там еще и темпосы залетели на Red Zone. Нет, Квизи на Red Line, всё. Red Zone совсем рядом. Там еще. Квизи, к Квизи сожалению, все, выходит его не там, запускают в хочет забрать зону. поинт. Квизи не Да, успевает, здесь один достается патрон, да. все-таки зоне. Такого плана ошибки. А на Эрангеле мы просто на всех 3 Эрангелях проиграли один важный файт, который позволял бы нам занимать место не за топ-10, а минимум в топ-8, имея киллы и возможность там выигрывать игры с этих позиций, которые у нас были бы. Так как в первой игре на Сосновке нам повезло с кругом, мы просто приехали на нее, и она была пустая, залутали ее, нормально стояли несколько кругов, потом в один момент просто проиграли один важный файт на Горилла Коре, на горе. Работал по игроку Темпусов. И Темпусы, которые одни из первых заехали на Сосновку, теперь уже также не в зоне. Никто не ожидал левого пропуска. Берут, Табаско падает, тут же умирает от Нейла, Потомил. Хорошо пытается перестрелять Тонду, но Тонду работает тут против всех. Пиксель. Берил, и зона плюс кушает. Вот Табаско, что важнее? Ну, вентиляция, и Бинтики, только бинтики, да, не было возможности там никак выжить. Марк тем временем еще и Кембо прокинул. Очень неприятная ситуация. Лежит Кембо. Да, есть Тап, есть Сеня, которые могут повоевать за своего братью. Никак его нет, все-таки никак уже не поднять. Санс добирает Томила. Тут адепты пришли поживиться в этой драке. Сеня нокает Марва. Марва прокинул до этого Таба. Ну и все. Во второй игре мы играли не со своего спота, дефолтного, но это не проблема. Приехали в одно место, с которого я хотел играть, там были ТСМы, которые грамотно нам не дали там играть. Мы приехали в другое место и проиграли файт ДА, которые более-менее правильно нас зафайтили. Жить в лесу. Кембо, как же Смэш неплохо пострелял, вроде и сам получал. Ну и выбивают Бестолочь. Хорошо, Сеня зашел к пацанам из Digital Athletics, но не смог справиться нормально с зажимом. Ну и Кембо надо как-то попытаться поднимать. Бестолочь уже спускается к нему. Там с правого фланга у нас Red Zone. Надежда, знаешь на что? То, что Red Zone сейчас перепутывает вот игроков, по которым стреляли, да, на Тусинску, с игроками Digital Athletics. Продолжит файт по ним. Ай, там Кембо. Кембо умирает, Мелман падает, тем временем Аля нормально нокает Тонда. Там Торнадо Энерджи принимают в каточку от адептов. К сожалению, да, потеряли одного, но при этом все-таки практически остановили. Да, там Тонда живой еще у адептов, единственный, кто может как-то поогрызаться, но нам показывает драку. Бестолочь, Сеня живы. Самое главное, что они еще могут воевать. Да, разрезываются здесь просто в наглую. Ой, молотали, нет, к сожалению. Там ноки, да, рисует. Ну и третья игра, это последняя игра дня была после 2 плохих Эрангелей. Я думаю, немножко как сказать, вот на этих вот результатах последнюю игру еще хуже сыграли, чем эти две, и проиграли вообще бестолковый файт команде, которая приехала из такой позиции, с которой, мы должны были выигрывать там 9 из 10 файтов. И, собственно, просто, опять же, глупо ошибались, и все. И умерли. Юго-запад у нас изменил свое местоположение. Сеня уже не поднять. Бестолочь все-таки пытается сюда переместиться. QBE умирает от Клиба. Минус редлайн. И не смогли они все-таки переиграть ситуацию. Бестолочь на лоу HP. На него уже есть жесткий угол. Полетела дабла хаешка. Это сейчас очень большой шанс, что взорвется у нас Бестолочь. Да, взрывается Андрей. Дабл отлично разыграл. Забирает еще и Сеню. Маркелов находит Удира. Через ног Бестолочь забирает дабл. Торнадо получают. Да, пытались, точнее, третьим пати прийти вот к этому файту Энтропик против Натус Винсера, но, к сожалению, не вышло нормально пострелять. Хотя сейчас есть уже нок, да, и добирает здесь Тап, правда. Этот нок от Али. Вдвоем остановились, все-таки решили пострелять. Тап минус. Как вы оценивали ваше положение после поединков с группой Б? И какую задачу ставили перед собой на второй игровой день? Сразу после первого же дня у нас была установка на следующий день сыграть все игры так, как мы играли первые 3 Мирамара. Играть ничего не боявшись, играть просто в ту игру, в которой мы можем играть. Это хороший настрой. Сразившись с группой С, можете сказать, что эти матчи были более напряженными? Сень?
Нет, для меня матчи были примерно одинаковыми. Когда мы играли с группой С, просто были довольно сложные круги по сравнению с первым днем, поэтому вот не получилось хотя бы минимум очков набрать, которые мы набрали в первый день. Вашим лучшим результатом за день стало 4 место и 10 убийств. Что помешало стабильно занимать высокие позиции в рейтинге? По сравнению с первым днем были довольно неудобные круги, либо, нестандартные, так скажем, к которым мы просто средне смогли адаптироваться. То есть, если бы мы где-то чуть-чуть там поменьше поошибались или потеряли людей в каких-то ситуациях, было бы, больше, как минимум, очков за киллы. Не знаю, как за позиции. Вот, так. Я думаю, это главная проблема. Так мы сыграли лучше, чем в первый день. И последний вопрос Бестовичу. Какие планы у вас на ближайшие дни и что необходимо исправить к 23 числу? Сейчас у нас выходной на момент записи этого видео, и мы собираемся с мыслями перед рабочей неделей. Нам нужно пересмотреть абсолютно все игры, которые мы провели, и даже когда мы не играли, проработать все ошибки, проработать над коммуникацией и быть в хорошем настроении перед игровыми днями. Отличный план. Спасибо, что ответили на вопросы, парни, и удачи в будущих играх. Спасибо, пока. Спасибо.